Вскоре после рождения дочери Чарли попал в аварию, из-за чего впал в кому на 19 лет. Но когда он очнулся, он сказал то, что вас шокирует. 20-летний Чарли Уэйн был одним из самых счастливых людей на Земле в тот день, когда в 1984 году его жена Сара родила их дочь. Несмотря на радость, Чарли в глубине души сильно беспокоился. Будет ли он хорошим отцом? Сможет ли он обеспечить дочери такую жизнь, какую она заслуживает? Он часто задавался вопросами, и эти мысли не давали ему спать по ночам. Но хорошо то, что он был готов попробовать стать лучшим отцом, каким только мог быть. Он и не подозревал, что у судьбы были на него другие трагические планы, о которых он никак не мог догадаться. Поначалу все казалось идеальным, и пара не могла бы мечтать о лучшей жизни. Чарли и Сара обожали свою дочь Эмбер. Она принесла в их жизнь столько света и радости, но всего через 6 недель после рождения ребенка все резко изменилось. Чарли со своим другом, Дэвидом, отправился за покупками. Дэвид хотел купить подарок-сюрприз для своей невесты, а Чарли нужно было пополнить запасы детского питания для Эмбер. Они отправились на пикапе Чарли. Закончив с покупками, они сели в грузовик и отправились домой. Они были в 30 минутах езды от дома, когда произошло нечто ужасное. Пьяный и неосторожный водитель внезапно выехал из-за поворота. Двигаясь на полной скорости и пытаясь избежать столкновения, Чарли быстро развернул машину, но потерял управление. Казалось, что в мгновение пикап занесло, и он врезался в ограждение небольшого моста, а затем съехал с края и упал в реку. Чарли и его друг лежали где-то в машине, хватая ртом воздух. Тем временем Сара была дома и ждала возвращения мужа. Когда наступила ночь, а Чарли все еще не вернулся домой и не отвечал на ее звонки, Сара испугалась. Она немедленно сообщила в полицию, что ее муж и его друг пропали, и полиция начала их поиски. В ужасе Сара сидела в гостиной с Эмбер на руках и ждала. «Это департамент полиции Арканзаса. Мне жаль это говорить, но ваш муж попал в автомобильную аварию. В настоящее время он находится в больнице». И после этого она почти ничего не слышала. Телефон выпал у нее из рук, и Сара упала на землю. Пару минут спустя, когда первоначальный шок прошел, она приступила к действиям и попросила соседку присмотреть за Эмбер, пока сама поехала в больницу на своей машине. И именно там она узнала о серьезности несчастного случая. Дэвид скончался на месте, а Чарли был парализован и впал в кому. Когда Сара вошла в больничную палату, чтобы навестить его, она потеряла контроль над своими эмоциями. Ее молодой муж был обмотан бинтами и подключен к различным аппаратам, которые следили за его состоянием и оказывали ему жизненно необходимое лечение. Охваченная горем, Сара взяла Чарли за руки и заплакала. «Нет, ты не можешь оставить меня», — горько заплакала Сара. «У нас только что родилась дочь. Ты должен проснуться. Ты должен бороться». Но Чарли оставался без сознания. Сара пробыла в больнице еще несколько часов, а затем вернулась домой, чтобы побыть со своей дочерью. После этого инцидента жизнь Сары изменилась. Ее жизнь была идеальной, и вдруг она осталась совсем одна и вынуждена была в одиночку заботиться об Эмбер. К счастью для нее, мама Чарли, Хелен, переехала к ним, чтобы помогать всеми возможными способами. Все надеялись, что Чарли скоро очнется. Проходили дни, недели превращались в месяцы, но состояние Чарли оставалось прежним. Пока он был в коме, его семья часто навещала его. Они читали ему его любимые книги и ставили его любимую музыку. Они также брали с собой Эмбер, и маленькая девочка рассказывала своему отцу, как сильно она его любит. Так продолжалось 14 лет, но Чарли так и не проснулся. Год спустя, перепробовав все возможные методы лечения, врачи отказались от Чарли. Они считали, что он никогда не очнется.
Поэтому они вызвали Сару к себе в кабинет и сказали, что пришло время прекратить лечение Чарли. Услышав эти слова, Сара была сбита с толку и обезумела от ярости. Она заявила врачам, что никогда не отключит своего мужа от системы жизнеобеспечения. После этого она выбежала из их кабинета и направилась прямиком в палату Чарли. «Милый, ты должен проснуться, ты должен бороться и показать им, что ты жив», сказала Сара, когда пришла в палату мужа. После этого эпизода Сара попросила забирать Чарли домой на выходные, и врачи согласились. Хотя перевозить его из больницы домой и обратно было непросто. Сара и Хелен полагали, что это, возможно, скажется на здоровье Чарли. Семья позаботилась о том, чтобы Чарли не оставался один дольше часа. Либо Сара, либо Хелен, либо Эмбер были рядом с ним, и иногда все трое сидели у его кровати. Они рассказывали ему о последних событиях в стране и мире. Врачи думали, что семья только зря тратит время на Чарли, но однажды, 12 июня 2003 года, их усилия оправдались, и произошло нечто крайне шокирующее. В тот день Эмбер зашла в комнату к отцу, чтобы проведать его. У нее только что начались отношения, и она хотела рассказать папе о своем парне. Как обычно делала Эмбер, когда разговаривала с Чарли, она взяла его за руки, но на этот раз произошло нечто неожиданное. Чарли внезапно пошевелил пальцем. Это было легкое движение, поэтому Эмбер не обратила на него внимания, думая, что все это ей почудилось. Но через минуту это произошло снова, и на этот раз она поняла, что это было на самом деле. «Боже мой!» Она ахнула, поднимаясь на ноги. «Папа проснулся!» — закричала Эмбер. Она немедленно пошла звонить своей матери, которая затем вызвала врачей. Когда врачи добрались до дома, они сделали ему несколько анализов, чтобы убедиться, что он вышел из комы, и, к величайшему удивлению врачей, он реагировал на их прикосновения и даже установил зрительный контакт, когда они окликнули его по имени. Но на этом сюрпризы не закончились. Тем же вечером один из врачей указал на Хелен и спросил Чарли, знает ли он ее. Чарли некоторое время смотрел на нее, а потом произнес свое первое слово. «Мама». Врачи не могли поверить своим ушам. Сразу после того, как Чарли произнес свое первое слово, он извинился перед Сарой за то, что не принес вовремя детское питание. 37-летний мужчина, пролежавший в коме 19 лет, все еще верил, что находится в 1984 году. Врачи были потрясены. Они считали, что пробуждение Чарли было ничем иным, как чудом, и у них не было этому объяснения. Хотя Чарли в конце концов пришел в сознание и был представлен своей дочери, которую он сразу узнал, он все еще был инвалидом и не мог делать большинство вещей самостоятельно. Но благодаря заботе и любви своей семьи Чарли жил полной жизнью еще 19 лет. Он скончался 28 марта 2022 года в возрасте 57 лет. Его окружали члены семьи и близкие, и он прожил так долго благодаря людям, которые от него не отказались. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.